Всем привет, с вами Анатолий и вы на канале T-Stone. Ну вот он, первый день апреля. Ну а когда, как не сегодня, выпустить ролик про капролит? Мне показалась эта тема интересной и забавной, особенно когда прочитал комментарий подписчицы. Так давайте же окунемся, точнее познакомимся с интересным ископаемым камнем. Не забудьте про подписку, лайк, репост и колокольчик. Приятного просмотра. И да, лучше убрать еду на это время в сторону. Капролит – это окаменелые экскременты животных. Они классифицируются как следы окаменелости, например, как отпечатки лап животных, а не как окаменелости тела, поскольку они свидетельствуют о поведении животных, в данном случае о диете, а не о морфологии. Само название происходит от греческого слова «копрос», что означает «навоз», и «литос», что означает «камень». Английский геолог Уильям Бакленд ввел этот термин в 1835 году, после того, как он и Мэри Эннинг признали, что некоторые извилистые массы, встречающиеся в пластах горных пород Лиас в Глоршире и датируемые ранним юрским периодом от 176 до 200 миллионов лет назад, имели форму, которая была произведена при их прохождении в мягком состоянии через кишечник рептилий или рыб. Эти тела издавна были известны как ископаемые еловые шишки и безааровые камни, затвердевшее неперевариваемое содержимое кишечника. Безаары, что-то знакомое. Точно. Ром! Я не понимаю. Безаары. Давай, Рон, дыши. Получается, что Рон съел г***. Ну ладно, продолжим. Предположение Бакленда о том, что они имели фекальное происхождение и похожи на экскременты гиен, подтвердилось при анализе. Было обнаружено, что они состоят в основном из фосфата и карбоната кальция, который в процессе окаменения и замещает основной состав этой субстанции. И капролит часто содержит фрагменты уже окаменелой, переваренной кости животных, которым явно не повезло. А так как капролиты часто сохраняют останки растений и мелких животных, которые были бы уничтожены или потеряны, если их бы не скушали, то эти окаменелости являются важными источниками концентрированной информации о древней биоте и окружающей среде. Они служат ценной целью в палеонтологии, поскольку представляют прямые доказательства хищничества и питания вымерших организмов. Но, к сожалению, капролиты не всегда дают полной картины, так как в образцах часто присутствуют продукты, которые не перевариваются и могут не отражать то, что они ели, или же попали в них случайно. Кто-то где-то не туда сходил по-большому. Капролиты можно найти по всему миру, а лучшее место для них в засушливой среде, но все равно их также можно и найти и в арктических регионах. Пещеры – идеальное место для сохранения каках и их постепенного окаменения. Чтобы минералы заменили это вещество, требуется тысячи лет, хотя возраст многих из них составляет миллионы лет. Какой бы органический материал там ни был, он по сути превращается в камень, и вся органическая составляющая полностью исчезает. Кстати, я, конечно, не какашковед, но капролитами в основном называют именно окаменелый навоз животных. А палеофеки или палеофекалии – это окаменелые экскременты древних людей. Хотя на практике термин капролит все же используется для обозначения древних человеческих фекалий в археологическом контексте. Большинство капролитов выглядят как экскременты, однако, если вы смотрите на украшение из капролита, все становится сложнее, так как он уже обработан. Большинство из них имеют характерный внешний вид с незначительными включениями, но без оборудования их трудно правильно идентифицировать. Потому что по сути это уже камень, который прошел длительный процесс окаменения и выветривания. А некоторые капролиты еще и подвергаются агатизации, когда органика замещается агатом. В результате такого процесса некоторые образцы в разрезе очень похожи на агатовые геоды. И если не знать, что перед тобой, то можно легко спутать. Хотя и капролиты и агат в виде геоды выглядят красиво и классно. Конечно же, такие окаменелости важны для истории, но они остаются уникальным материалом для коллекции минералов и кристаллов. Такие вещи, как капролит динозавров, хорошо известны не только среди археологов-палеонтологов, но и среди тех, кто любит экспериментировать в создании украшений из капролита. Ведь размер капролитов может варьироваться от нескольких миллиметров до более 60 сантиметров. Некоторые коллекционеры находят капролиты интригующим фрагментом окаменелой истории. Они утверждают, что капролит обладает определенными свойствами, которые связывают его с землей и прошлым. Таким образом, не удивлюсь, что украшения из капролита могли стать достаточно популярными и востребованными. Ну вот, кратенько прошлись по капролитам. Что вы думаете? Планируете ли вы в ближайшее время пополнить свою коллекцию кристаллов капролитом?
Надеюсь, было интересно и весело. А если захотите более детально про капролит, накидайте лайков, и мы продолжим с вами знакомиться с этим ископаемым веществом. Спасибо за просмотр. Всем пока.